Ливерпуль – команда, которая наверняка у всех ассоциируется с красной игровой формой, не так ли? У них даже прозвище связано с этим цветом кипы. Но всегда ли были они именно красными? В этом видео вы узнаете, почему мерсисайдцы изначально донашивали форму Эвертона, джерси какого года вдохновила дизайнеров New Balance на создание кипы на сезон 19-20, и увидите самые сочные и памятные комплекты за всю историю. Копнем поглубже, будет интересно. Но перед началом напомню, что партнером нашего канала является компания Marathon Bet, которая считает Ливерпуль одним из двух фаворитов АПЛ сезона 19-20. Я тоже думаю, что команда Клопа в этом сезоне будет сильна как никогда. А вы согласны? Ссылка внизу. А теперь начнем. Вы знали, что красные ливерпульцы изначально были синими, прям как их враги из Эвертона? Да и вообще клуб появился во многом благодаря ирискам. Ливерпуль был основан из-за конфликта между владельцем стадиона Энфилд Джоном Холдингом и игравшим там клубом Эвертон в 1892 году. Джон был довольно меркантильным парнем и старался пользоваться статусом по максимуму. Увидев, что народ на футбол ходит исправно, он монополизировал торговлю пивом вокруг стадиона. Джон по совместительству производил этот напиток, а также из года в год необоснованно поднимал ценник за аренду арены. Эвертону это надоело, и он переехал на Гудисон Парк, а Холдинг стал думать, как продолжать монетизировать стадион. Решение пришло быстро. Через 3 недели он сколотил новую команду, которую назвал Everton FC and Athletic Grounds Ltd. В кладовке нашел оставленную ирисками старую форму и раздал ее своим игрокам. Через какое-то время ассоциация запретила использовать название слова Эвертон, и клубу было решено присвоить имя города Ливерпуль. Так и родился будущий 6-кратный победитель Лиги Чемпионов, который поначалу стал играть в синих цветах. Через 4 года Холдинг наконец сделал новую форму – красную майку и белые шорты с гетрами, чтобы максимально отличаться от Эвертона. Будучи уже красными, мерсисайдцы взяли первый в истории чемпионский титул на 8-й год существования. В то же время был закуплен комплект белых свитеров, которые использовались в качестве гостевой формы в матчах, где у соперника были похожие цвета экипировки. Удивительно, но через несколько лет гостевая Ливерпуля была в вертикальную полоску, причем иногда в черно-белую, прям как Юве. Согласитесь, необычно для мерсисайдцев. В 50-м на финальный матч Кубка Англии против Арсенала Ливерпуль вышел в форме с нанесенным логотипом. Первый раз в своей истории. Но герб в этом матче был неофициальным и символизировал город в противостоянии с Лондоном. Соперником по финалу был Арсенал. А вот полноценно бейдж клуба Ливерпуль на форме появился в 1955 году. На красном шевроне была изображена вымышленная птица лайвер, ставшая символом города еще в XIV веке, и аббревиатура LFC. Чуть позже, в 1969-м, лого стал более приближен к привычному нынешнему болельщику. Просто нашивка на форме в виде птицы и буквы, без какого-либо фона. Но до этого случилось, можно сказать, историческое событие. Форма Ливерпуля стала полностью красной. Шорты и гетры получили цвет майки. Произошло это в 1964-м с подачи легендарного Билла Шенкли, который в тот момент был менеджером команды. Событие было описано Яном Сент-Джоном, футболистом Ливерпуля, в автобиографии. Он, Шенкли, думал, что красный цвет может оказывать психологическое давление на соперника и демонстрировать власть и доминирование. Однажды Билл пришел в раздевалку и бросил капитану Ронни Йейтсу пару красных шорт. «Надень их и посмотрим, как ты выглядишь», — сказал он. «Боже, Ронни, ты смотришься реально устрашающе. Ощущение, что ты даже стал выше». Тогда игрок предложил примерить еще и гетры. Шенкли оценил и одобрил. Так и родился культовый комплект. Вообще, в эпоху Шенкли мерсисайдцы были в полном порядке. За короткий период команда вернулась в первый дивизион после вылета, выиграла несколько чемпионств, Кубков Англии, Кубок УЕФА. Может, это правда новая форма так влияла на соперников мерсисайдцев? Друзья, перед тем, как перейти к более современным комплектам, хочу напомнить о конкурсе, в котором вы можете выиграть просто нереально крутые и ценные призы от Ливерпуля и компании New Balance. Мы разыгрываем бутсы с автографом Садио Мане. Именно в таких он заработал решающий пенальти в финале Лиги Чемпионов с Тоттенхэмом, а также 2 официальных майки команды сезона 18-19, которые подписали все игроки основного состава.
Эти призы достойны места в музее клуба, но достанутся они именно подписчикам Мяч Лаб. Условия очень простые. Подписаться на инстаграм-аккаунты мой, Саши Журавлева и русского подразделения New Balance, а также отметить под конкурсным постом одного реального друга. Чем больше друзей в разных комментариях вы отметите, тем больше шансов на выигрыш. Итоги 24 августа в прямом эфире у меня в инсте. Я бы очень хотел получить эти призы, но участвовать я не могу. Дерзайте, ссылка на конкурсный пост в описании. А мы возвращаемся к истории. В 1973 году Ливерпуль подписал первый в истории контракт с техническим спонсором. Форму стала выпускать компания Umbro, на тот момент один из лидеров среди экипировщиков. Кипа сезонов 76-79, она была неизменна несколько лет, навсегда войдет в историю, так как в то время клуб впервые выиграл Кубок Чемпионов, причем дважды подряд, и забрал Суперкубок УЕФА. В тот же период логотип мерсисайдцев стал наноситься на джерси в золотом цвете. Это было придумано после завоевания 10-го титула чемпиона Англии. Форма стала выглядеть более статусно. В 1979 году Ливерпуль стал первым английским клубом, который нанес на своей майке логотип титульного спонсора компании Hitachi. На самом деле первопроходцем в Англии мог и должен был быть клуб Derby County, который в 1978 году нанес на кипу лого автомобильной компании Saab. Но футбольная ассоциация Англии запретила сделку, и майки со спонсором были уничтожены. В 1981 году мерсисайдцы выиграли свой третий Кубок Чемпионов в форме с замаскированными логотипами спонсоров. Об истории этого конфликта между Adidas и Umbro я рассказывал подробнее в одном из прошлых роликов. Ссылку на него оставлю в подсказке. Посмотрите обязательно. В период с 82 по 84 форма красных получила существенные изменения. Во-первых, Umbro добавил на майке тонкие вертикальные полосы. Именно они и вдохновили New Balance на создание формы на сезон 19-20. Об этом чуть позже. Во-вторых, сменилась надпись на груди. Новым партнером клуба стала компания Crown Paints, британский производитель краски. И именно в этой форме Ливерпуль взял первый в истории требл в сезоне 83-84, выиграв чемпионат, Кубок Лиги и Кубок Чемпионов. В 1985 году давно охотившийся за мерсисайдцами Adidas наконец смог подписать с ними контракт, и новая форма красных получила узнаваемые 3 полосы. В первый же сезон сотрудничества клуба и бренда случился памятный финал Кубка Чемпионов на стадионе Эйзель, который омрачила трагедия с 39 погибшими итальянскими болельщиками. Ливерпуль проиграл этот матч, который, кажется, никто не смог запомнить. Неудачное начало сотрудничества бренда и клуба. В 1987 году впервые официальный герб клуба, который с начала 70-х использовался для административных целей и мерчендайзинга, стал элементом новой формы. Простота пропала. Птица Лайвер получила фон в виде щита. Также вместо аббревиатуры добавились длинные надписи «Футбольный клуб Ливерпуль». В дальнейшем, до 2012-го, бейдж только усложнялся и обрастал мелкими деталями. В сезоне 88-89 вновь сменился титульный спонсор. Им стала компания Candy, производитель бытовой техники. В форме с ее логотипом произошло 2 важных события. В апреле 1989 года случилась трагедия на стадионе Хиллсборо. Во время полуфинала Кубка Англии с Ноттингемом из-за давки погибло 96 фанатов Ливерпуля. В память об этом событии впоследствии на логотип клуба навсегда были добавлены факелы, посвященные жертвам трагедии. И этот герб наносился впоследствии на форму в течение многих лет. Осенью 1989-го Ливерпуль одержал самую крупную победу в своей истории в чемпионате над Кристал Пэлас 9-0. Та форма была второй по счету с логотипом Candy. В 1992 году Ливерпуль подписал контракт с новым титульным спонсором Carlsberg. Это сотрудничество впоследствии стало самым долгим в истории английского футбола – целых 18 лет. За это время произошло немало событий, и форма была абсолютно разной. Например, в 1993 и 1994 году вышел крутой вариант от Adidas с диагональными полосками от шорт к майке, который, по мнению многих фанатов красных, является одним из лучших в истории. В 1996-м вышла первая форма Ливерпуля от компании Reebok, которая не боялась экспериментов. Бренд экипировал красных на протяжении 10 лет и вполне успешно. В 2001 году мерсисайдцы выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. К решающим матчам экипировщик выпустил специальные комплекты, на которых вдобавок к современному гербу нашивался классический лого в виде птицы Лайвер без лишних деталей. Reebok первым сделал шаги в сторону возвращения олдскульного логотипа на форму.
Сезон 4-5 – это то, чем гордятся абсолютно все фанаты красных. Знаменитый камбэк в финале Лиги Чемпионов не оставил равнодушными даже нейтральных зрителей. Та форма просто мега популярна и желанна для каждого болельщика. На тех майках, кстати, Рибок снова расположил классический логотип клуба в виде золотой птицы Лайвера. В этом же комплекте красные выиграли суперкубок через пару месяцев после стамбульского финала, обыграв ЦСКА благодаря спорному эпизоду с участием Джибриля Сиссе. Ставь лайк, если помнишь этот матч. В последнем сотрудничестве с Рибок форму решили не менять, выпустив лишь отдельный домашний комплект для Лиги Чемпионов с золотыми деталями и едва заметными диагональными полосками. В тот год Ливерпуль выдал самую длинную победную серию в своей клубной истории из 11 игр в чемпионате, но в итоге занял лишь третье место. В сезоне 6-7 началась новая эра партнерства клуба с Adidas, по контракту, в рамках которого мерсисайдцы получали 13 миллионов фунтов в год. В дебютный же сезон нового сотрудничества Ливерпуль проиграл в финале Лиги Чемпионов, прям как и при первом приходе Адика. Видимо, не приносят немцы удачу красным. В 2010 году закончилась эра титульного спонсора Carlsberg, и на его место пришла финансовая компания Standard Chartered. С этого момента можно отсчитывать современную эпоху формы Ливерпуля. В 2012 году вместо Adidas техническим спонсором стала компания Warriors, которая по контракту начала платить клубу 25 миллионов в год, а это больше, чем Адик, почти в 2 раза. Главной фишкой формы от этого бренда стало возвращение классического логотипа с птицей Лайвер и аббревиатуры LFC вместо того, который фигурирует как официальный. Через 3 года бейдж Warriors сменился на значок New Balance, а клуб стал превращаться в настоящего мирового супергранда. Американская компания, кажется, очень вовремя подписала мерсисайдцев. Контракт, конечно, не дешевый, 45 миллионов фунтов в год, зато безумно эффективный в плане маркетинга и спортивных результатов. 2 финала Лиги Чемпионов, один из которых победный, и постоянная борьба за чемпионство в Англии. Майки триумфального ВЛЧ сезона 18-19 наверняка попадут в клубный музей и навсегда войдут в историю клуба. Да-да, именно их вы можете выиграть в нашем конкурсе. Ну и как я говорил выше, форма 19-20 вдохновлена памятными комплектами начала 80-х, а именно сезоном 82-83. То был последний год великого Боба Пейсли в качестве тренера Ливерпуля. Тогда команда выиграла чемпионский титул. 2019 год столетия со дня рождения легендарного менеджера. Именно поэтому дизайнеры сделали отсылку к тем временам. Помимо полосок с чемпионской формы начала 80-х, о Бобби Пейсли напоминает его автограф на внутренней части воротника. Гостевая форма после экспериментов в начале истории клуба ближе к 20-м годам стала надолго белой. В 60-х были разовые попытки выпустить желтые комплекты на отдельные матчи, но только в 79 году такой вариант вышел полноценно на сезон. А с конца 80-х бренды стали более смелыми с выездными джерси. Были и серые, и зеленые, и черные, и фиолетовые, и, конечно, желтые и белые комплекты. Особенно развязало руки дизайнерам появление третьих вариантов для Еврокубков и экстренных случаев. Там можно было миксовать цвета и узоры как угодно. В сезоне 19-20 гостевая форма будет классической. Белая майка и синие шорты. Прям как во времена заимствования кипы у Эвертона. А третья получилась мега стильной. Основа в темно-сером цвете с бирюзовым узором и деталями. Просто огонь. Напишите в комментариях, какой комплект Ливерпуля для вас самый памятный и желанный. Ну и обязательно укажите самый стильный вариант из всех. Мой фаворит — форма с 91 по 93 год от компании Adidas. Реально же круто. Надеюсь, вам понравилось и вы поддержите это видео лайком. Так вы дадите мне понять, что стоит поскорее разобрать историю другого клуба. Обязательно нажмите на кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Ну и прошлые ролики этого формата заценить не забудьте. Тут про историю формы Барселоны, тут мадридского Реала, а тут Ювентуса. Я Юр Русанов. Не забываем про конкурс. Мяч Лап. Пока.